Зеленский встретился с Трампом. Первые подробности. Будапешту напомнили об обязательствах арестовать Путина. В Кремле начали затягивать время. В Варшаве рассмотрели дело украинца, которого обвиняют в подрыве северных потоков. Что решил польский суд? Хотел прогнуться, а допустил большую историческую ошибку, на чем прокололся друг дочери Путина. Удар по казне. Планы агрессора могут быть сорваны из-за новой тенденции. Абсурд, достойный Оруэлла. Как Грузия смогла перекреативить диктатуры Путина и Лукашенко? Мафиози в тренде. Наркобароны начали использовать боевые дроны для борьбы с государством. Блестит и очень дорого стоит. Цена тяжелого металла становится неподъемной. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Дональд Трамп принял Владимира Зеленского. Встреча в Белом доме началась с получасовым опозданием. Хозяин встретил гостя у входа. Самый бойкий из журналистов прокричал вопрос, который волнует миллионы во всем мире. Верит ли Трамп, что сумеет убедить Путина остановить войну? Американский лидер ответил легким кивком и коротким «ага». Встреча продолжилась внутри общением со СМИ. Трамп начал ее с комплимента, назвав гостя очень сильным лидером. Для меня большая честь быть рядом с очень сильным лидером, человеком, который многое пережил, человеком, которого я очень хорошо знаю и с которым мы действительно очень хорошо ладим. Эта пресс-конференция длилась 40 минут. Вопросы касались Китая, Испании, Венесуэлы. Не обошлось без комментариев на тему костюма Зеленского. И я думаю, он прекрасно выглядит в своей куртке. Она великолепна. Надеюсь, люди заметят, что она хорошая. Она действительно очень стильная. Мне нравится. И, конечно же, спрашивали о томагавках. После телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, состоявшегося накануне, многие решили, что этот вопрос может быть снят с повестки. Но в ходе этой небольшой пресс-конференции хозяин встречи не делал таких заявлений. Он в очередной раз всячески расхваливал знаменитые американские ракеты и снова сделал оговорку: нам тоже нужны томагавки. Мы не хотим раздавать то, что нам необходимо для защиты нашей страны. Также Трамп де-факто повторил тезу, которую несколько дней муссируют в Москве, а по телефону ее ему повторил сам Путин. Передача томагавков Киеву станет витком эскалации. Но хозяин Белого дома так и не сказал, что он отказался от этой идеи. Так что многое может решиться за закрытыми дверями. Дональд Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что их личная встреча в Будапеште может состояться через 2 недели. Но, похоже, Кремль планирует потянуть время. Дмитрий Песков уклончиво ответил на вопрос насчет сроков. Пока, конечно же, это непонятно. И пока есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести. Но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр иностранных дел Лавров и госсекретарь Рубио. Помните, как во время прошлого телефонного разговора в августе Путин пообещал Трампу встретиться с Зеленским в течение 2 недель? Надеюсь, президент США и его команда тоже это помнят. Польша отказала в экстрадиции подозреваемого в подрыве Северного потока и Северного потока-2. Окружной суд в Варшаве отказался выдать Германии украинца Владимира Журавлева, которого немецкие следователи подозревают в причастности к диверсии на газопроводах. Председательствующий Дариуш Любовский пояснил свое решение. Украинские солдаты и все, кто действует в составе ВСУ, а также по заданию спецслужб Украины, не могут приравниваться к террористам или саботажникам, так как всеми способами реализовывают цель, которой является защита их страны, ослабляют врага.
Суд также отменил временный арест, наложенный на украинца во время рассмотрения дела, а судья добавил: «Вы свободны». Владимир Журавлев, инструктор по дайвингу, был задержан в Польше в конце сентября. Журавлева объявили в розыск власти Германии. Они считают, что он непосредственно участвовал в подрыве Северного потока в сентябре 2022 года. По версии немецких правоохранительных органов, Журавлев вместе с другими участниками диверсии вышел на яхте из города Росток, после чего погрузился под воду и установил взрывные устройства на трубопроводе. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что выдача Журавлева не соответствует польским интересам. В среду аналогичное решение приняла Италия, заблокировав экстрадицию другого фигуранта дела, отставного капитана ВСУ Сергея Кузнецова. Кассационный суд в Риме отменил постановление апелляции, которое ранее разрешило его выдачу Германии. После телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина кремлевский спецпосланник и друг одной из дочерей российского диктатора Кирилл Дмитриев так разволновался, что на радостях предложил построить тоннель через Берингов пролив. Представьте, что вы соединяете США и Россию, Америку и Афро-Евразию туннелем Путина-Трампа, 70-мильным мостом, символизирующим единство. Но бизнесмен Дмитриев предложил это сделать Илону Маску. Дескать, тот сможет построить такую конструкцию в 8 раз дешевле, чем россияне. Дмитриев признался, что идею придумал не сам, а нашел в старых советских документах времен Хрущева. Того самого Хрущева, которого так не любит Путин за передачу Крыма Украине. Но пока для шефа Дмитриева более был бы актуален тоннель Москва-Будапешт. В Кремле, похоже, теперь ломают головы, как безопасно доставить Путина на переговоры с Трампом в столицу Венгрии. Во всяком случае, Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о возможном маршруте. Пока, конечно же, это непонятно. И пока есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести. Но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр иностранных дел Лавров и госсекретарь Рубио. Жути нагнал официальный Берлин. Там напомнили Будапешту об обязанности арестовать российского диктатора по прибытии на венгерскую землю. В принципе, Венгрия является государством-участником Римского статута и, как таковая, хотя она объявила о выходе в апреле 2025 года, это вступит в силу только через год. Инициатору агрессии арест не угрожает. В этом заверил глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Мы с уважением ожидаем президента Владимира Путина. Разумеется, мы позаботимся о том, чтобы он въехал в Венгрию, успешно провел здесь переговоры, а затем вернулся домой. Нет необходимости ни с кем консультироваться. Мы суверенное государство. Только вот осмелится ли на путешествие над враждебными странами НАТО отважный глава Кремля? И сколько знаменитых чемоданов придется захватить в этот вояж охране? Как думаете, делитесь соображениями. Российская нефть «Юралс» обвалилась до $47,4 за баррель, впервые с весны пробив обновленный ценовой потолок ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров в порту Приморск. Падение связано с обвалом мировых котировок. Брент за последние 3 недели подешевело на 15% и держится чуть выше $60 за баррель. Рынок реагирует на перемирие между Израилем и Хамас, которое сняло риски с маршрутов через Суэцкий канал и Красное море. Влияет на ситуацию также и переизбыток нефти. Страны ОПЕК резко нарастили добычу. Для Кремля это новый удар по бюджету. За 9 месяцев текущего года нефтегазовые доходы и так уже упали на 21%. Страна, которая еще недавно пыталась идти по пути евроинтеграции, теперь демонстрирует совсем иные стандарты. Грузия переплюнула режимы Путина и Лукашенко. После усиления репрессий в отношении своих собственных оппозиционных деятелей взялись за высоких зарубежных гостей. Тут вынесли решение оштрафовать, внимание, действующего председателя ОБСЕ, по совместительству главу МИД Финляндии. Элина Валтанен теперь должна грузинской казне 5000 лари. Это
штрафа около $2000 за незаконное перекрытие дороги во время митинга оппозиции в Тбилиси. Инцидент произошел 14 октября, когда Валтанен находилась с визитом в столице Грузии и появилась у парламента во время акции протеста. После известия о штрафе Валтанен иронично пригласила премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе приехать в Финляндию, побыть на любой демонстрации, какая ему нравится, и встретиться со свободной прессой. Пока Кирилл Дмитриев мечтает о тоннеле Путина между Россией и США, в Польше обнаружили тоннель имени Лукашенко. Сотрудники Подляского пограничного отряда обнаружили лаз под линией границы и технической дорогой в районе населенного пункта Кондратки. Это второй подобный подземный ход. Первый выявили в сентябре сотрудники пограничной заставы в Наревке. С начала года сотрудники Подляского пограничного отряда зафиксировали почти 27 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Гибридную операцию на границе Лукашенко начал против соседей осенью 2021 года. Хотя наличие у него плана по переброске нелегалов и контрабанды диктатор озвучивал еще в 2005 году. Путину удалось провернуть старый трюк. Так оценивает последний разговор хозяина Кремля с хозяином Белого дома Александр Невзоров. Публицист считает, что Трамп опять попался на крючок. Путин – опытная путана и хорошо владеет техникой политического секса по телефону. Беседу легко представить. Я медленно снимаю каску и отбрасываю калашников, теперь я стягиваю бронежилет. Тут-то вашингтонский старец, вероятно, и поплыл. Но, по мнению Александра Невзорова, воздействие путинских чар на Трампа будет недолгим. Потом американская разведка ознакомит Дональда с реальной картиной. Будут приведены неопровержимые факты болезни русского диктатора, его приготовлений к вечной войне и печального положения РФ на фронте. Трамп сообразит, что Путин снова все наврал и просто в очередной раз кантует клиента. Трамп вновь разъярится, пишет публицист, и история пойдет на третий круг. Сызнова актуализируются томагавки, и так до следующего сеанса кремлевского кекса по телефону. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями. Помните, как всего несколько дней назад я рассказывал вам, что цена на золото достигла $4000 за унцию? Признавайтесь в комментариях, кто тогда прикупил желтого металла, а все остальные вместе со мной. За вас порадуемся, потому что за эти дни этот актив стал еще дороже. Цена унции уже подбирается к $4400. Рост за неделю превысил 8,5%. С начала года металл подорожал уже на 66%. На фоне геополитической напряженности, дедоларизации и массовых закупок центробанков. Кстати, похоже, покупатели золота не очень поверили в то, что саммит Трампа и Путина в Будапеште принесет мир. В противном случае котировки должны были бы снизиться. Ну что, каковы ваши прогнозы? Когда цена унции достигнет $4500? Делайте ставки в комментариях или бегите закупаться. Мафия следит за трендами. Теперь наркобароны используют дроны не только для слежения за конкурентами или доставки товара. В мексиканской Тихуане беспилотники атаковали здание прокуратуры штата Нижняя Калифорния. В результате взрывов повреждены фасад здания, несколько служебных и частных автомобилей. Обошлось без жертв и пострадавших. На месте нашли фрагменты взрывных устройств, сброшенных с БПЛА. Власти задействовали экстренные службы и начали расследование, но пока не называют возможных исполнителей. Да, у нас есть информация. У нас также есть данные разведки. Мы знаем, кто мог совершить эту атаку. Однако это закрытая информация. Из сообщений мексиканских СМИ известно, что местный картель под названием «Новое поколение Халиско» ранее уже начал активно использовать дроны в столкновениях с конкурирующими группировками и правительственными силами, но до этого применял БПЛА для атак с воздуха в труднодоступных районах. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.